Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Осенний киномарафон в самом разгаре. На подходе октябрьские премьеры. Среди прочего нас ждут экранизации романов и истории, основанные на реальных событиях. Мы традиционно презентуем подборку наиболее интересных киноновинок на грядущий месяц. Так что поехали! Начнем мы с фильма «Дэдпул и Росомаха», который вошел в список самых ожидаемых этого года. Он основан на одноименном персонаже комиксов Marvel и продолжение фильмов «Дэдпул» 2016 года и «Дэдпул 2» 2018. Помимо прежней актерской команды во главе с Райаном Рейнольдсом, в этой истории всплывут и новые старые персонажи. И прежде всего это Росомаха в привычном исполнении Хью Джекмана. Режиссером проекта выступил Шон Леви, снявший все 3 ночи в музее. Первые 2 части проекта весьма удачно выступили в прокате, собрав кассу чуть меньше $800 миллионов каждая. И вот летом этого года на большие экраны вышла 3-я часть под названием «Дэдпул и Росомаха». При бюджете 200 миллионов фильм триумфально прошелся по экранам кинотеатров, собрав кассу более 1 миллиарда 300 миллионов, заняв 22-ю строчку в списке самых кассовых фильмов всех времен. Рейтинг фильма на IMDb сегодня составляет внушительные 8,0. Цифровой релиз фильма для пользователей онлайн-платформы Amazon состоится уже 1 октября. Еще один фильм из списка самых ожидаемых. Артур Флек, называющий себя уже Джокером, после убийства в прямом эфире шоумена Моррея Франклина попадает в психиатрическую больницу. Там он знакомится с доктором Харлин Квинзель. Между ними пробегает искра, и вот эти двое уже безумно влюблены друг в друга. За совершенное преступление окружной прокурор Готэма возбуждает дело против Артура. Харлин должна принять меры, чтобы спасти своего нового сообщника. «Джокер. Безумие на двоих» – психологический триллер режиссера Тодда Филлипса. Фильм является сиквелом «Джокера» 2019 года, взорвавшего своим появлением мировое киносообщество. Хоакин Феникс вернулся к роли сумасшедшего маргинала, названного многими лучшим Джокером всех времен. Зази Битц также повторит свою роль соседки главного героя из первого фильма. Ну и вишенкой на торте станет Леди Гага, исполнившая психиатра Харлин Квинзель и которая станет тем самым вторым безумцем. Премьера на больших экранах запланирована на 3 октября 2024 года. Главная героиня этой истории – шеф-повар. Свой первый ресторан она решила открыть в старинном поместье. С первых дней девушка сталкивается с необъяснимым хаосом на кухне, а сомнительные инвесторы вызывают в ней чувство неуверенности в себе. Но это все мелочи по сравнению с самой большой проблемой. Призрак предыдущего владельца старого дома прикладывает все усилия, чтобы препятствовать открытию ресторана в его владениях. «Дом трофеев» – хоррор, режиссерами которого выступили Бриджит Сэвидж Коул и Даниэль Круди. Это 3-й совместный проект 2 молодых кинематографисток. В главных ролях Ариана Дебас, получившая широкую известность благодаря роли Аниты в фильме Стивена Спилберга «Версайская история», и Ариан Моаед, номинированный на премию Эмми за роль Стьюи Хосейни в сериале HBO «Наследники». Фильм выйдет на платформе Amazon Prime Video 3 октября. Прошло уже почти 1,5 года после несчастного случая на работе. В результате у детектива полиции Бостона произошло нарушение слуха. Происходит жестокое убийство, и единственным свидетелем оказывается глухая женщина. Детектив и его напарник втягиваются в опасный для жизни конфликт. Им нужно защитить свидетеля убийства. Оказывается, за преступлением стоят коррумпированные копы, которые готовы на все, чтобы устранить свидетельницу. «Час тишины» – криминальный триллер режиссера Брэда Андерсона. Он известен своими фильмами «Машинист» с Кристианом Бейлом в главной роли и «Тревожный вызов» с Хелли Берри и Эбигейл Бреслин в главных ролях. В этот фильм он пригласил не менее значимых актеров, таких как Юаль Киннаман, известный зрителю ролью Робокопа, Мекхи Файфер, сыгравший одну из главных ролей вместе с рэпером Эминемом в фильме 2002 года «8 миля», и Марк Стронг, известный по фильмам «Шерлок Холмс», «Робин Гуд» и «Игра в имитацию». Выход фильма на больших экранах кинотеатров запланирован на 11 октября 2024 года. События, показанные в этом фильме, происходят в Лондоне в 1934 году. Джимми Эрскин – театральный критик газеты The Daily Chronicle. Изданием после смерти его отца теперь управляет виконт Дэвид Брук. Несмотря на просьбы шефа сбить обороты, Эрскин продолжает писать язвительные рецензии на пьесы, которые, по его оценке, не соответствуют его высоким стандартам. Последней каплей в терпении Брука стает арест Эрскина и его секретаря и любовника по совместительству за гомосексуализм. Эрскин таит обиду и замышляет месть. Критик – британский триллер Ананда Такера, вернувшегося в режиссерское кресло после 10-летнего перерыва. В основу сюжета легли реальные события. В актерской команде выделю Иэна Маккеллена, блестяще исполнившего чародея Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин колец» и «Хоббит». И опять-таки Марка Стронга, о котором я уже упомянул в прошлом проекте.
Уже с 13 сентября фильм выходит в широкий прокат в кинотеатрах. Это история двух братьев-близнецов, которые пошли на свое последнее ограбление. Мок пытался стать на путь истины, но старания оказались провальными. Эта неудача подтолкнула его объединиться с коварным братом Джеди, чтобы сорвать главный куш всей своей жизни. Для этого братьям предстоит отправиться в путешествие через всю страну, во время которого им придется уворачиваться от пуль, закона и властной матери. «Братья» – комедийный боевик режиссера Макса Барбакова. Это пока второй полнометражный фильм в его режиссерской карьере. Актерский состав просто радует. В главных ролях Джош Бролин, который был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за роль Дэна Уайта в биографическом фильме «Харви Милк». Питер Диклейдж, сыгравший Тириона Ланнистера в культовом телесериале HBO «Игра престолов». Неподражаемая Гленн Клоуз, номинирована на премию «Оскар» аж 8 раз. И оскароносный Брэндон Фрейзер, покоривший зрителя своей главной ролью в фильме Даррена Аронофски «Кит». Фильм выйдет на стриминге Amazon Prime Video уже 17 октября этого года. Драма жизни французской актрисы Марии Шнайдер. Трудно поверить, но в 19 лет она стала жертвой насилия в кадре. Это случилось во время съемок фильма «Последнее танго в Париже». Режиссер Бернандо Бертолуччи, стремясь к предельной достоверности в кадре, нарушает все этические границы. Он и актер Марлон Брандо решают не предупреждать актрису о наличии в фильме эротической сцены. И откровенное насилие на глазах у всей съемочной группы становится для Марии тяжелейшим испытанием. Этот эпизод подорвал ее психическое состояние и навсегда изменил отношение к кино. «Быть Марией» – биографическая драма, режиссером которого стала Джессика Палут. Роль молодой Марии Шнайдер исполнила Анна-Мария Вартоломеи, обладательница премии Люмьер за лучшую женскую роль за свою игру в фильме «Происшествие». Роль легенды Голливуда Марлона Брандо воплотил номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Мэтт Дилан. С 19 октября фильм станет доступным на онлайн-платформах. Центральная фигура триллера все тот же Эдди Брок. Он оказался единственным на Земле носителем инопланетной формы жизни в своем теле. Симбиот Веном дал главному герою сверхчеловеческие возможности. Теперь неудачливому журналисту предстоит приблизиться к космической вселенной Человека-паука и познакомиться с Клитусом Кассиди. Веном «Последний танец» – продолжение супергеройской истории по мотивам Marvel Comics. Это заключительная часть трилогии «Веном». Режиссером и продюсером фильма вновь выступила Келли Марсел. В списке ее громких работ фильмы «Круэлла» и «50 оттенков серого». Роль Эдди Брока Венома исполнил несменный Том Харди. В фильме также сыграли Чиветел Эджиафор, отмеченный множеством наград за свою роль в исторической драме «12 лет рабства», и Рис Иванс, среди последних работ которого роль Отто Хайтауэра в фэнтезийном сериале HBO «Дом дракона». Ждем появления фильма в кинотеатрах 25 октября 2024 года. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Такими будут самые интересные премьеры октября 2024 года. Мы продолжим информировать про те проекты, которые достойны твоего внимания. А для того, чтобы не пропустить, обязательно подпишись на наш канал. И, конечно же, не забудь поставить лайк и оставить свой комментарий. И если тебе нравится то, что мы делаем, ты можешь стать спонсором нашего канала. Всем пока-пока, услышимся!